Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня небольшой хобби-обзор. Даже не обзор, точнее даже хобби-влог, может быть. Спрашивали, что раскрашиваю, что нового. В общем, что раскрашиваю сегодня. Вспомнила, и у меня уже подзалежалась эта раскраска. Даже были моменты, когда я уже была готова ее просто продать. Вот. Но подруга уговорила, говорит, давай пораскрашиваем. Я долго сопротивлялась, считая, что это совсем не мое. И я когда первую иллюстрацию раскрасила, у меня как-то это не очень вышло. И не даже в ней вот Neocolor плохо растворился, все протекло. И, в общем, я решила, что все, не хочу. Не мое. Она очень долго простояла у меня на полке. Но тут я ее достала. Решила все-таки что-нибудь раскрасить, полистать. Может быть, если все захочется, все-таки полистать. В общем, вы знаете, я достала, начала смотреть, раскрасила одну иллюстрацию, раскрасила вторую, раскрасила третью. В общем, пошло дело. Я покажу уже готовые работы в конце месяца, в раскрашенном за месяц, да. Ну, а сегодня пока вот показываю, что конкретно сегодня крашу в ней. Это вот такая вот иллюстрация с мышкой. Что-то он здесь варит на кухне. Ну, судя по набору продуктов, скорее всего, он просто что-то варит, мышонок, навряд ли какое-то зелье. Хотя не исключено, судя по раскраске. Вы знаете, на удивление, я не знаю, почему здесь протекли Neocolor, потому что когда красила акварелью, ничего не протекло. Бумагу минимально повело, понятное дело, вода, но все же минимально. Как так вышло с Neocolor, я так и не поняла. Почему, собственно говоря, и начала сегодня закрашивать эту сторону. Ну, во-первых, не очень это эстетично, красиво, когда листаешь. Ну и сразу уже ее и раскрасить, грубо говоря. В общем, бумага здесь хорошая, как я сказала, сама раскраска прошита. Единственное, конечно, здесь очень много вот этой вот черноты черного. Вот. И не всегда хочется красить, не всегда понимаешь, как это красить. Здесь вот как комиксы. Поэтому, конечно, сложновато. Ну, а в целом, почему нет? Вот. Это в планах на сегодня. Что касаемо закончить этот рисуночек. Дальше в планах есть пару иллюстраций раскрасить. От Кристин Кэрон хотелось бы тоже раскрасить пару иллюстраций. Ну вот, допустим, прям весна-весна. У меня не получилось ее к 1 марта раскрасить, так как первый раз, когда я ее распечатала, она у меня плохо принтер, видимо. В общем, размазался весь контур, да. Неправильно, видимо, распечатала не на той бумаге. Не взял ее принтер, может, еще что-то. Ну, в общем, я переделала. Здесь тоже очень нравится иллюстрация. Ну и вот. Их у меня было 3 иллюстрации. Я не стала их как-то отдельно делать, еще что-то. И я их совместила с Линой Грин, с иллюстрациями. Получилась достаточно толстенькая книга у меня. Такая вот. И здесь, кстати, тоже есть несколько... Ну, даже не то, что есть, а я так понимаю, все на как времена года. Ну, что-то вроде времен года, да. Вот лето, допустим, лето. До этого я вам показывала зима. Здесь вот что-то можно как День Святого Валентина. Еще что-то. Посмотрите, какая прелесть. Раскрасить. Опять же лето. Так вот. Опять День Святого Валентина можно как-то обыграть. Можно вот к осени раскрасить. Ну да, вот и кукуруза. В общем, все вместе. Вот такая вот. Тоже лето, наверное. Можно к лету, да, вот сделать что-то еще. Посмотрите, какая красота.
И несколько, как я уже сказала, можно приурочить. Вот, допустим, я так понимаю, это сирень. Можно вот весну, такую девушку весну сделать. Зима новогодним каким-то, да, вот Рождество, что-то такое сделать. Здесь, не знаю, тоже, наверное, больше весна. Вот. Наверное, такой, если убрать персики, весна, если добавить, наверное, лето. В общем, здорово, мне очень понравилось. Тоже можно как бы на любой вкус подобрать иллюстрации. Поэтому в планах что-нибудь еще пораскрашивать здесь, в этой раскраске. Ну, это планы, я имею в виду, на ближайшую, там, может быть, неделю. Если не получится, то плавно перетекут в апрель. Что хотела показать по покупкам, допустим, появились у нас в магазине, появилась, даже не появилась, я увидела случайно, вот такой тубик, кисточка, вот такая вот брашина. Она очень похожа на те китайские, которые мы заказывали. Все, я думаю, кто на ютубе, по крайней мере, многие, кто заказывал на Алиэкспресс. Мне вот, сейчас бы достать без потерь. Я заказывала вот такую. Это 8 у меня. Я заказывала на Алике. И вот я купила единичку. Ну, фактически одно и то же. Купила в магазине. Я давно хотела что-нибудь такое тоненькое, маленькое. И я взяла в магазине, увидела. Ничем особо не отличается. Да не то, что особо ничем не отличаются. Даже вот у них вот эта вот сборка, по-моему, одна одинаковая. В общем, здорово. По цене, ну, фактически то же самое, что и с Алиэкспресс, только с разницей я купила и могу рисовать, а тут купила и ждать еще бывает 2-3 месяца. Поэтому очень здорово. Стоила она, обошлась она мне в 300 рублей. Вот такая кисть. Ну и хорошая туба, если, допустим, с собой куда-то взять или хранить их, если вы не планируете в ближайшее время красить, да. Ну, а так, конечно, это чисто вот купить. Кисточка. Дальше, что хотела еще показать. Я, конечно, не уверена в плане выкраски. В общем, я купила на пробу вот такие вот фломастеры. Невская палитра, я художник. Вообще фломастеры для скетчинга. Я взяла 12 цветов. Я не стала брать совсем большой набор. Здесь с одной стороны обычный такой вот пулевидный наконечник у нее, да. И с другой стороны капиллярочка. Взяла их, ну, просто из любопытства. У меня уже заканчиваются, умирают все фломастеры, и мне было любопытно, во-первых, что-то новое, во-вторых, посмотреть, если будут неплохо рисовать, то можно там не сильно протекать, то можно купить уже большой набор. Пишут они вот так вот. Я так на скорую руку делала выкраску, прошу прощения, показать. В целом пишут все хорошо, ярко. Ну, по поводу протекают, понятное дело. Я вот синим чуть-чуть елузила. Это другие были. В общем, не критично, но и тут блокнотик совсем тонюсенькие листочки, поэтому, в общем-то, ну, я считаю, достаточно неплохо для фломастеров. И покупала, и также купила из покупок, скажем так, из новых не достала. Я купила из любопытства также вот такие вот карандаши от Бруно Висконти. 12 штук я взяла. Тоже, опять же, 12 взяла. Мне стало интересно. У меня есть такие маркеры пастельные. На них, по-моему, одуванчики нарисованы, если я не ошибаюсь. Наверное, убрала отсюда. И мне было интересно. Ну, во-первых, красивый дизайн у этих карандашей. Обалденный. Такая вот по всему корпусу у них сакура идет. Они трехгранные.
карандашики. Так понимаю, дерево. Рисуют неплохо. Я просто, если честно, так, наверное, вот пыталась сделать выкраску тоже быстро. Вот он коричневый, в общем-то, соответствует этой жопке. Они неплохо пишут, достаточно мягкие, достаточно хорошо наносятся для таких вот, ну, не совсем бюджетных, скажем так, карандашей, но тем не менее. Но смешиваются, даже не смешивают, ну, смешения вообще я не нашла, чтобы они хорошо смешивались здесь. Наслаиваются, конечно, максимум, наверное, 2 слоя, не более. Дальше уже будет непонятно что. Ну вот, ну, где-то в каких-то таких незамысловатых раскрасках, может быть, даже и неплохо будет раскрашивать, рисовать. Я, повторюсь, взяла больше из любопытства. И, ну, просто шикарный дизайн. Если бы все карандаши были вот так оформлены, конечно, было бы круто. Мне вот очень нравятся мэджики со снежинками. Здесь вот сакура, да, на маркерах одуванчики. Это, конечно, здорово.
очень часто бывает нужен. И, кстати, мне удобнее ею даже большие площади красить, таким размером. Ну, в обычной жизни, наверное, в обычных, точнее, кистей, это, наверное, тройка, где-то так, 3-4 размер. Видите, у китайцев это единичка, потому что у меня, по-моему, есть пятерка. Не намного толще, да, чуть-чуть толще вот этой единички. Поэтому, конечно, скорее всего, я не знаю, тут вот у меня, да, Берлинга пятерка, видите. Вот. В общем-то, если намочить ее, она будет такая же. Здесь пятерка, а китайцев это единичка. Поэтому, конечно, я посмотрю еще чуть больше, чтобы была какая-то, может, широкая, потому что и кончик здесь очень тоненький. Будет удобно, наверное, прорисовывать какие-то тонкие линии. Ну, а так, держать приятно, удобно. Прям здорово. Я очень рада, что купила ее, эту кисть. Продолжаю свой хобби-влог. Раскрасила я уже мышей. Влог, наверное, выйдет чуть позже, чем раскрашенная, потому что, ну, так вышло. Что хочу еще сегодня показать? Хочу показать, мне пришел на днях подарок от Ирины. Ира написала мне, чтобы я сходила, забрала на Валберес подарочек. Она мне отправляла на 8 марта. Вот такой вот пришел раскрасочка. Это издательство Хоббитека, Школа магии. Очень нравятся мне раскраски с этой серии Хоббитеки. Ну и Школа магии. Мне хотелось тоже эту раскраску. Я у нас так ее и не застала в магазинах. Мне она напоминает, ну, похоже на... Я так подозреваю, что это из Гарри Поттера. Иллюстрация на тему Гарри Поттера. Ну, скорее всего, так и есть. Вот Хогвартс, наверное. Тут сова. Букля, скорее всего. Вот он. Ну, похоже на Гермиону, а там уж не знаю по цвету волос. Опять же Гермиона с преподавателем, да, это магия предсказаний. Тут еще девочки всякие, полочки, опять вот, это, наверное, Хоксмит, деревушка. Вот они, наверное, втроем, подозреваю. Рон, Гарри, Гермиона. По крайней мере, похожи. Может, я, конечно, ошибаюсь, но они очень похожи. Паук. То есть как раз вот многие герои. Вот этот волк, оборотень, да. Очень похожи, по крайней мере, моментами на Гарри Поттера. Поэтому мне очень тоже... Мне нравится Гарри Поттер. И поэтому я с удовольствием пораскрашу. Тем более здесь замечательные иллюстрации. Для философского камня моменты. И буду с удовольствием раскрашивать. Мне нравится Гарри Поттер, мне нравится издательство этой Хоббитики. Поэтому клювокрыл, наверное. Поэтому с удовольствием буду красить. Так что, Ир, спасибо огромное за подарок. За такой приятный бонус. Ну и буду с удовольствием красить. Ну и покажу сразу я, как и говорила в начале видео, да, что прошло уже пару дней просто. С мужем съездили в магазин, и я купила еще пару кистей. У меня была в прошлый раз единичка. Мне очень понравилось ей красить, удобно, комфортно. Я решила съездить, как и говорила, еще купить пару иллюстраций. Ой, прошу прощения, иллюстрации, смотрю на раскраску кисточек. В общем, ух ты, надо еще умудриться открыть вот этот вот колпачок. Я купила еще нулевочка здесь. Такая вот
нулевочка. Дальше еще одну взяла, шестерка. Слушайте, здесь вот они матовые ручки и просто, да, вот сцеплены все. Здесь смысл тот же самый, только еще золотым обозначено, что это значит. И она такая вот уже более блестящая, лакированная ручка. Не знаю. Взяла шестерку и, по-моему, четверка у меня еще. Здесь, да, четверочка еще. Она вообще прям такая вот тоненькая, если видно будет. В общем, взяла, понравились мне эти кисти, буду с удовольствием красить. Чем отличаются они? Вот это вот чуть-чуть здесь на выступе шире, чем матовая. На первый взгляд кажется, что они одинаковые, на самом деле видно прям одна тоньше другой. Не знаю, чем они отличаются, серия, потому что здесь, собственно говоря, если посмотреть, да, вот матовая и глянцевая, они ничем не отличаются, ну, кроме как номером. Поэтому, что это, кто знает, напишите, может, кто-то знает, чем они отличаются. На всех написано белка. Что конкретно это синтетика или нет, здесь не написано. Ага, кисть, белка, микс. Все, больше ничего. Вообще написано девятка, но на самом деле это, да, вот нолик. Не знаю. Либо сами наклейки неправильно приклеены, либо еще что-то. Но именно матовые, я уже, как говорила, вот у меня единичка, я красила, очень не понравилась. И я взяла еще 0. Кстати, она... Да нет, по-моему, одинаковая. Кажется, что больше, на самом деле, одинаковая. В общем, я взяла, буду с удовольствием пользоваться. Мне они, как я уже сказала, очень понравились. Вот эти вот тубы, не знаю, я сначала собралась их уже выбрасывать, но сейчас сижу, думаю, что, допустим, если какую-то кисть с собой взять нужно будет, то это очень будет здорово. Ну и также я склоняюсь их оставить на случай, если, как это правильно сказать, ну, допустим, надолго уезжаю, да, они у меня стоят все в подставке, и вот некоторые кисти спрятать в эти, допустим, тубы, они закрыты будут, ни пыль, ничего на них попадать не будет, пока они будут лежать. В общем, такой вот еще моментик, я решила их оставить, они, в общем-то, много места не занимают, есть не просят, пусть будут. По крайней мере, пока. Если не пригодятся, то их всегда можно в целом выбросить. Пока что я хочу некоторые ими попользоваться, и некоторые, что у меня в телефоне отключился свет, некоторые кисти попользоваться ими, да, и понять, если, ну, мне достаточно, допустим, будет вот этих вот 4, то некоторые, которыми я до этого пользовалась, пока убрать из использования, эти поставить, да. Если недостаточно будет, то будут все вместе стоять. В общем, посмотрим. Вот такие вот у меня еще были новиночки, скажем так, приобретение, подарочек в этом месяце. Ира, спасибо тебе еще раз огромное за подарок, за раскраску. Буду с огромным удовольствием раскрашивать. Ну а с вами буду прощаться, заканчивать буду этот влог. Всем хорошего настроения, вдохновения на раскрашивание. Ну и пока-пока.